Проживание старших и младших арканов для тех, кто хочет начать свою жизнь с чистого листа. Ну что, мои прекрасные, я приветствую вас в основных пространствах нейроведьмы. Сегодня нас с вами ждет путешествие в мир тайн, да, в мир, возможно, откровений. Я не знаю, готовы к ним или нет, но поскольку расклад называется «Откровение его души», что же она хочет сказать тебе, явно мы узнаем то, что не знали раньше. Что же там таится, да, в глубине души. Возможно, нам раскроют завесу истинных чувств. Ну, потому что, все же мы хотим понимания, да, все хотим гармонии, все хотим не нервничать, не додумывать, не накручивать. И хочется же понять, насколько мы понимаем свою интуицию, насколько мы правильно себя чувствуем. Поэтому этот расклад– это попытка, условно, вернуть гармонию в ваш разум, потому что если вы что-то себе накрутили, а там может оказаться все совсем не так и более светло и радостно, то это, конечно, будет позитивно. Но бывает такое, конечно, что мы думаем светло и радостно, а там не так все уж и светло и радостно, да, когда вот, допустим, нам кажется, что человек осознал, а у него, понимаете, есть право не осознать, у него есть право, опять же, двигаться, да, по своему пути. И, наверное, истинная любовь, когда мы не заставляем человека идти так, как мы хотим, да, чтобы он шел, а уважаем, опять же, его право выбора. Если мы будем настраиваться на расклад таким образом, что каждая карта – это определенное послание, там уже знаки, там символы, поэтому я выбираю для вас колоду светлого провидца, то, может быть, мы даже станем глубже читать пространство и самих себя, потому что вот сейчас во время расклада у вас произойдет, знаете, такая определенная настройка на свежее, настройка на новое, да, настройка, чтобы отбросить то, что условно вам больше не служит, да, какие-то линии поведения, какие-то мысли, которые не приносили к положительному результату. И в первую очередь давайте смотреть на этот расклад, и этот расклад в частности, да, как на шанс, да, шанс, который дает нам Вселенная, шанс не только, который дает нам жизнь, но, наверное, наш шанс, который мы сами себе сейчас даем. Да, из большой любви мы сами себе даем шанс, да, шанс услышать то, что нам не сказано, да, то, что вот мы не понимаем, что уже у человека внутри происходит, и раз уж мы сами себе даем шанс, и Вселенная дает шансы, давайте давать шанс на что-то хорошее. И, знаете, может быть, его душа тоже, знаете, мечется, потому что очень хочет быть услышанной. По крайней мере, я с бережностью и любовью буду сейчас запрашивать информацию из пространства для вас. Хочется настроиться мне как раз вот на ту волну, где чуть-чуть у нас помягче, где не сильно качает. Ну, посмотрим, собственно, где человек находится. Сама по себе колода очень дружелюбная, да, потому что светлый проявится, такая колода у нас гармонизирующая по большей части, не отсекающая, а именно гармонизирующая, созидающая, наполняющая и прочее. Ну что, в инфобоксе время начала вашего видео, скорее всего, а может быть, его там и не будет, потому что расклад на одну позицию, одна чья-то душа, может быть, собирательный, конечно, образ, а может быть, чья-то прям конкретно одному из многих-многих человек, да, который посмотрит, прям тут скажет, моя история точно. Давайте смотреть. Кстати, хочу сказать, что я тут взялась регулярно вести телеграм-канал. По крайней мере, раз в сутки я выкладываю вам там карты дня, но без каких-то банальных описаний в своем ключе. Поэтому как бы в баре на крыше я сейчас выкладываю карты дня из Таро, которое называется Таро мифов. Вот, возможно, буду это все продолжать, эту практику. Поэтому welcome. Так, я просто смотрю, у меня колода рядом лежит. Хочет, чтобы я напомнила про нее. Что-то как-то просто много же негатива, да? Много негатива.
Нам люди что-нибудь негативное подсвечивают сейчас. Мне это очень активно подсвечивает, при этом, меня обвиняют в том негативе, которого по факту нет. Я думаю, что-то, собственно, зеркало какое-то сейчас происходит. Поэтому напишите мне в комментариях, что у вас там происходит. Да, относительно ситуации, да, с собой, с миром, с пространством, да, чувствуете ли вы, что люди уходят от вас в каком-то полном непонимании, да, ваших истинных причин поступков, то что может такое быть, это сейчас какие-то энергии на небе. Поэтому вот и важно, видимо, смотреть, да, разговор с его душой, кто вообще перед нами. Давайте так, сигнификацию, наверное, сделаю на прямых, на перевернутых позициях, а уже как разговор с его душой и откровением, наверное, вот смотреть на прямых. Ладно, посмотрим. Сейчас, как фишка ляжет. Кто вообще перед нами, да? Потому что, человек, кстати, тоже может воспринимать мир вверх тормашками, да, то есть были определенные какие-то ожидания, может быть, относительно новой жизни, да, были определенные ожидания относительно себя, своей реализации. Человек, скорее всего, задает себе сейчас вопрос, да, who am I, да, кто я такой, да, то есть немножко ощущение некой потерянности, да. Карта мира перевернута. Что у нас еще про человека? Вот ощущение, что у него полностью мировосприятие меняется, да? Может, он правда прыгнул за Алисой в кроличью нору. Алиса это так образно, потому что, помните, она прыгала за кроликом, да, в кроличью нору. Он сказал, follow me. Я, прыгнула, и у нее вообще вся жизнь прям поменялась. И вот ощущение, что здесь тоже человека куда-то, непонятно куда влечет, потому что те события, которые происходят в его жизни, посмотри, прям реально переворачивает вверх тормашками. И карта мира перевернута, и при этом карта повешенного тоже перевернутая, какое-то прям искаженное, да? Какое-то вот ощущение. Знаешь, человек мог резко оказаться на другой половине земного шара, например, вы там смотрите, не знаю, юг, север, да? Какая-то такая история. Вот. Может быть, он, конечно, у тебя йог, и сейчас просто висит, там, не знаю, вниз головой, практикуя какие-нибудь асаны или еще что-то, об этом повешенный. Может, он уходит, да, вниз головой. Не вверх, а вниз. Как вверху, так и внизу. Может быть, человек сейчас, знаешь, больше идет в какой-то формат заземления. Посмотри, какой раздрай, да? Что у нас еще про него можно сказать? Да, боже, что такое перевернутая карта Солнца. Смотри, во-первых, есть ощущение, что человек в определенном зазеркалье, он как будто играет чужие роли, возможно, он живет не свою жизнь, возможно, он просто является, знаешь, как зрителем какого-то спектакля, да, то есть наблюдает со стороны, ему кажется, что он участник, а он не участник, он просто наблюдатель спектакля. И он правда может задавать себе вопрос, а кто я вообще, да? Кто я такой, что со мной так или не так происходит, потому что, опять же, смотри, все у нас позиции перевернутые. Это ощущение искажения, это ощущение, что человек действительно, то есть эти энергии ему нужны, смотри. И карта мира нужна, да, как, допустим, завершение цикла, начало новой жизни, да, повешенность, то есть что же я буду делать дальше, да, может быть, от чего мне придется отказаться, может быть, какая-то жертва, правда, нужна, а ради освобождения, понимаешь, ради того, чтобы душа поняла, что она хочет, условно. Видишь, человек вообще полностью в раздрае, в непонимании. Может, вы, знаешь, высшие силы тоже подвесили подумать, и при этом максимально просто изменили его жизнь, максимально. Потому что на самом деле у человека очень много амбиций, но опять же карта Солнца перевернута, это говорит про его эго, да, ему, скорее всего, хочется находиться, да, где-то там, где он сейчас не находится, да, быть, наверное, в кругу тех лиц, которые либо его не принимают, либо он там где-то еще не дорос, либо ему кажется, что он там на самом деле нет, да, и, может быть, ему правда кажется, что душа более высокого порядка, и ангелы-хранители у него какие-то крутые, а собственно, эти двери пока закрыты. Хорошо, что с его душой сейчас происходит, да, с точки зрения высшей силы, да? Смотри, она действительно набирается ценности, научится жить на земле. Туз пентаклей, да, как бы королева мечей. Душа на самом деле мудрая достаточно. Душа мудрая достаточно. Но смотри, если человек на самом деле вдали сейчас от своих родных, вполне возможно, на уровне души там какое-то сильное притяжение. Может быть, даже к женщине, да, королева мечей. Может быть, это вы, может быть, это мамы, да. Там, я сейчас немножко раскрою, что за королева мечей. Потому что здесь прям мудрость просыпается, да. Королева, да. Смотри, вы с кем-то вполне возможно... либо не получается выстроить отношения, да, либо не разорванные, может быть, человек в конфликте находится, да, но в конфликте находится немножко именно со своей семьей, это как с родственными связями, да, так, соответственно, может быть, это там жена там бывшая, еще что-то, да, но это прям на уровне души ему очень все неприятно.
И что вот его душа бы сейчас хотела ему сказать, вот его бы душа сейчас. Мы, конечно, вас посмотрим, безусловно, что там к вам, да, а вот его бы душа, что ему хотела бы сейчас сказать? Что он хотела бы, чтобы он все-таки, да, услышал, что он хочет, да, 8 жезлов и карта Луны, да, то есть услышь, пожалуйста, уже, что же я от тебя хочу. Да, потому что мне-то хочется к свету, а ты меня зачем во тьму погружаешь? Ну и вот, наверное, поэтому, знаешь, ощущение, что он, правда, как будто ушел в темную воду, да, как будто прям в своих каких-то процессах. Может, тебе правда не совсем понятно, что там происходит, что еще душа его хочет сказать, да? Что это опыт, в первую очередь. Ты сейчас проходишь опыт, ты сейчас учишься, у тебя сейчас определенные уроки жизни. Да? Фаш мечей, 5 жезлов, да, то есть вот эти конфликты, которые сейчас происходят, это же не что иное, как прям competition, да, соревнования. Поэтому вполне возможно, сейчас высшие силы там могут посылать ему такие испытания в жизни, которые связаны с конкуренцией, да, опять же, с поиском места под солнцем, а кто я такой, да, что я себя представляю вообще. Условно, знаете, как вот мальчики там говорят, какой типа касте, короче, я отношусь, да, вот, допустим, в какие-то компьютерные игры играю, да, сегодня я маг, там, завтра этот, скажите мне, какой-нибудь паладин, там, ну, смотря что там играет, да, эльф там 5 уровня, вот. И здесь он просто, знаешь, заигрался и не может определиться, а кто же он, собственно, по жизни, потому что, по сути, ему самому хочется, да, создавать вот эти роли для себя, опять же, и любое общество, в которое бы он ни пришел, да, ну, просто это желание на уровне души везде чувствовать себя своим, да, чтобы его как-то радостно приветствовали, да, типа король, короче, а все вот вокруг его свита. Хорошо. Хорошо. Ну вот видишь, как бы, а вот сейчас душа не может найти свое королевство, мечется, да, мечется все-таки. Хорошо. А вот ваша душа, когда вот видит вот эти все метания, потому что человек в метаниях находится, да, что бы она ему хотела сказать-то сейчас, да? А знаете, вот ваша душа действительно понимает, как ему сейчас не очень хорошо, и вполне возможно в позиции такого, знаете, одобрения, да, такого света, в позиции принятия, понимания, да, потому что, ну, паж жезлов — это не столько даже прям детская энергия, может, любопытство, да, но, по крайней мере, вы пытаетесь помогать ему находить позитив, его поддерживать. Потому что вполне возможно, там на уровне душ какая-нибудь там связь, допустим, по 6 чаш, да, что вы там какие-то родственные души. Сейчас посмотрю. То есть мы же смотрим именно душевные такие, да, эти параллели, нити между вами. Итак, по жезлу в карту звезды такое ощущение, что вы прям безоговорочно на уровне души верите, что он добьется всего, чего хочет, что его душа все-таки, да, поймет и вообще, кто же она, зачем она пришла в этот мир, в этот, видимо, какой-то, знаете, момент предназначения. Но пока человеку хочется перебиться к тем, что кто-то добился, вот, знаете, чего-то в жизни, и вот ему кажется, вот, я хочу вот туда. Может быть, это вообще не его путь. Да, потому что душа говорит, ну вот смотри, давай, приходи уроки, ты можешь смотреть на чужой успешный успех, но при этом у тебя свой путь, он по-своему не особо идет, он хочет повторить чужой, да, может быть, чужой какой-то карьерный путь, может быть, чужой путь души, кстати, да, то есть он смотрит на тех, кто, как ему кажется, вот что-то добился там, да, какой-то успех, или кто-то что-то про себя понял, или, допустим, кто-то там пишет книжки относительно смысла жизни, или он там смотрит, допустим, какие-то фильмы с философскими размышлениями, или там читает какую-нибудь, знаете, научную там литературу, да, и он опирается на авторитеты. При этом ему надо понимать, что он уже сам на этом этапе, да, может этим авторитетом стать. Но вы такие, знаете, две души с нераскрытым потенциалом. Но вы выбираете для себя, знаете, роль души с нераскрытым потенциалом, показывая ему, что потенциал его души сильно выше, как будто вот вы, знаете, видите как эволюцию души, да, там может быть будущее, там, кем он может стать, соответственно, чего душа хочет на самом деле, как будто вам понятен путь, поэтому вы являетесь вот этой путеводной звездой, которая дает ему сигналы, когда он на правильном пути, понимаете, вы такой маячок на самом деле для человека, GPS такой, навигатор, потому что как будто знаете, к чему он должен прийти, хотя это тоже может быть иллюзия, даже на уровне душ, потому что никому не известен, да, собственно, да, путь души человека другого. Мы можем это все вот видеть только через призму сознания. Ну вот вы так, да, решили, что вы должны подсвечивать ему. Но при этом, смотрите, где-то на уровне души еще есть выбор, а рядом с человеком, да, физически, может быть, не находиться по звезде, да.
Как будто, знаете, что-то у вас когда-то не получилось, потом вас как бы раскидало, да, вы как-то трансформировались, вполне возможно, как будто вот должны пойти вот на другой круг уже с другим уровнем осознанности, что ли. Ну что, его душа, вот, да? Что бы хотела сказать? Всё-таки откровение его души по отношению к вас, наверное, да? Откровение его души, как его душа видит вашу. Это дело подобное раскладу, только на 3 позиции, сейчас на одну, как видит вашу. А равный, знаете, такое ощущение, что здесь такая обоюдная история, потому что вы его видите круче, да, чем себя, а он вас видит круче, чем себя, да. То есть вот эта душа, да, то есть он про вас думает, которую все любят, которую все принимают, которая какая-то совершенная абсолютно, да, которая прошла достаточно долгий путь, потому что, опять же, 6 жезлов – это народная любовь, да, то есть вот человек, который, ну, уже в реализации своей уже получил признание, ему кажется, что вы знаете свое место под солнцем, вы знаете свой уровень, свою иерархию, где вы находитесь, и, скорее всего, у вас там достаточно высокий уровень, может быть, даже, знаете, по Ньютону, там, может быть, слышали, да, там, типа группа душ, и вы в этой группе душ являетесь своего рода лидером. Ну, к примеру, вот какая-нибудь такая, знаете, история. Наставником, кстати, можете быть. Прям на уровне души можете быть наставником. А что еще думает про вас? Да, вот смотрите, да, 6 жезлов, как бы 6 мечей, тоже с любовью наблюдает, потому что тоже понимает, что у вас определенные уроки и определенный экзамен, который вы проходите, и вас как будто переводит, смотрите, на уровень выше все же, да, 6 мечей. Сложный, конечно, но это путь. То есть вот вы уже выше. Это как я там приводила пример, например, там в проживании в мечах, да, когда вы сожрали дракона, стали драконом, ну и все. Вы теперь не можете общаться с недраконами, условно. Вам не интересно, невкусно, какой-то момент селективности, может, дает, конечно, какое-то одиночество. Но, с другой стороны, как бы очень важно просто искать своих, кто уже тоже что-то преодолел, кто уже тоже что-то понял. Да? Вот вы вот такая для него душа. Если какие-то нежные, какие-то эмоциональные там, да, чувства по отношению к вам, однозначно вообще, потому что человек на уровне души, посмотрите, с какой нежностью и любовью к вам относится. Его душе с вашей рядом хорошо, да, душевно. Моей душе с тобой душевно, он говорит. Да, рыцарь чаш вот такой вот у нас с розами. И 6 пентаклей, да, такое вот ощущение, что да, вот мы должны рядом быть, потому что мы там ценны друг для друга, да, вот есть такое родство душ однозначно есть, да, равнозначное родство душ. Вот вы, правда, такое ощущение, что вы из одной как бы группы. И да, по сути, вы должны двигаться вместе. Да, опять же, там и осваивать какие-то горизонты. А еще что ему нравится, опять же, на уровне души как раз это вот ваша там селективность, избирательность, да, при вот тех условиях, что вы, правда, могли бы, у вас огромный выбор, да, но вы вот очень селективны. И, скорее всего, я же говорю о том, что если мы будем с вами предполагать, что есть такая теория, иерархия, да, души, когда вот она уже прошла определенные уроки, и мы стараемся, по сути, ну, на уровне души даже общаться с людьми, которые, ну, как-то более осознанные, да, у которых более приятная энергетика, которые там меньше парятся относительно того, что мы уже проработали, знаете, отнесли уже себя там к терапевту, да, и это такой повышенный все-таки уровень, ну, как бы, кто-то может это, кажется, считать снобизмом и считать о том, что вот мы должны всем и каждому помогать, но давайте по-честному, что для того, чтобы не быть, чтобы, знаете, как другие души, словно не были нам обязанными, да, это сейчас просто инсайдерская инфа, очень такая, не знаю, говорить вам или нет, но вот сейчас вы поймете, чтобы другие души не были вам обязанными, да, если мы на уровне выше, короче, мы им не должны помогать, потому что они тогда становятся от нас зависимыми. А если мы помогаем, как бы, да, и общаемся с теми, кто примерно с нами на одном уровне, то у нас больше свободы, у нас нет вот этой, знаете, ощущения сверху, снизу, сбоку, там, спереди. Понимаете? Нет ощущения каких-то неравных контрактов. Нет ощущения дисбаланса. И вот как раз говорят, да, что, скорее всего, у вас очень хороший энергообмен на уровне души. Очень хороший, поэтому, в принципе, как бы вы знаете, да, что с этим человеком у вас путь, кстати, долгий, потому что, знаете, как вы от ощущения того, что каждый классный, должны прийти вот по иерофанту, да, на ощущение такого красивого партнерства, да, да, но здесь должен еще каждый уважать свой путь развития.
Ну, просто вот вы любите человека, да, просто на уровне души, одобряя любые его жизненные истории, потому что, по сути, это как-то, ну, это путь. Если раньше у вас с этой душой были какие-то соревновательные моменты, да, кто-то был выше, кто-то ниже, кто-то пытался там кого-то перехитрить, может быть, или как-то, знаете, как вот дети соревнуются, да, кто же там займет главное место или первый добежит до цели, то сейчас как бы нет. Сейчас вот ощущение какого-то прям радушного уважения по отношению друг к другу, да, и радость за, ну, как это сказать, за процессы, да, вот его душа радуется за ваши процессы, и ваша душа радуется за его процесс. Чё, красивая история, мне нравится. Дайте мне знать в комментариях, насколько вам откликается, да, подобное. Ну, это, наверное, потому что вы где-то настроились перед раскладом высоковибрационно, и мы с вами запрыгнули достаточно на высокий этаж на таком нашем энергетическом лифте.